Искусство в концлагере. Поговорим об искусстве. Позвольте, искусство в концлагере? Возможно ли такое? Да, но, конечно, смотря что называть искусством. Изредка, время от времени устраивалось что-то вроде эстрадного концерта. Какой-нибудь барак прибирали почище, притаскивали туда пару скамеек, составляли программу. И вечером сюда приходили те, кому в лагере жилось сравнительно не так уж плохо. Капо, лагерные рабочие, не входившие в обычные команды. Они приходили сюда, чтобы немного посмеяться, а может и поплакать. И во всяком случае хоть чуть-чуть отвлечься, забыться. Концерт был неприхотлив. Пара спетых песенок, пара прочитанных стихотворений, разыгранных шуточных сценок. И представьте, это помогало. Настолько помогало, что и некоторые непривилегированные, обычные заключенные, несмотря на всю усталость, рискуя даже упустить свой суп, приходили сюда. Обладателям действительно хороших голосов можно было позавидовать. Поначалу был период, когда нам в обеденный перерыв давали суп. Его без особых затрат оплачивала фирма, на которую мы работали. С началом перерыва мы шли в какой-нибудь недостроенный цех. У входа каждый получал черпак этого водянистого супа. И пока мы жадно хлебали его, певец, встав на какую-нибудь бочку, пел нам итальянские арии. Если мы от концерта получали только удовольствие, то он получал двойную порцию супа, причем снизу, что означало даже с горохом. Вознаграждались не только исполнение, но и аплодисменты исполнителю, конечно, в зависимости от того, кем он был. Я, в частности, именно таким образом заслужил благоволение, к счастью, оно мне не понадобилось, того самого Капо, которого в лагере не без оснований называли Капо-убийца. Произошло это так. Однажды вечером мне была оказана немыслимая честь быть снова приглашенным в то помещение, где устраивался спиритический сеанс. Там собрались поболтать близкие главного врача лагеря, который сам был заключенным, и вновь там абсолютно нелегально присутствовал унтер-офицер санитарной службы. Когда случайно в помещение зашел тот самый Капо, его попросили прочесть свои стихи, ибо его рифмоплетство было в лагере уже известно. Он не заставил себя уговаривать, тут же приволок тетрадь и стал зачитывать свои произведения. Мне при этом стоило больших усилий не расхохотаться, но сдержаться было необходимо. Поскупись я на одобрение, это стоило бы мне жизни. Если бы меня назначили случайно в его рабочую команду. Однажды я уже попал туда на один единственный день, и этого дня мне вполне хватило. На всякий случай было полезно завоевать расположение этого зверского Капо, и я аплодировал так энергично, как только мог. Хотя то, что в любовных стихах Капо-убийцы любовь постоянно рифмовалась с кровью, а страсть с властью, было далеко не самым смешным. Конечно же, подобные мероприятия в лагере несут в себе нечто гротескное. Настолько все, что хоть немного относится к искусству, контрастирует с лагерной безысходностью. Настолько странно звучит на ее мрачном фоне. Никогда не забуду вторую ночь пребывания в Аушвице. Невыносимо изнуренный, я уснул, как будто глубоко. И вдруг был разбужен. Чем же? Музыкой. Оказывается, староста блока, каморка которого находилась рядом со входом в барак,
устроил у себя какой-то праздник. Пьяные голоса горланили модные песенки. Внезапно все стихло и заиграло скрипка. Это было бесконечно печально, редко исполняемое, неизбитое танго. Скрипка плакала, и вместе с ней плакало все во мне. Ведь в этот день одному человеку исполнилось 24 года. Этот человек тоже лежал сейчас в одном из бараков лагеря Аушвиц. Значит, в паре тысяч или даже паре сотен метров от меня, но был недостижим. Это была моя жена.